И наконец-то ко мне пришел Мел. Повод нашей сегодня встречи — это твой новый сингл «И кровь кипит», и не только. Эта история вообще моей там личной любви, она длилась очень много лет, но она постоянно, знаешь, так как-то нивелировала во что-то. То есть ты все это время был в отношениях? Нет, я не был в отношениях. Это было просто, знаешь, какие-то вспышки чего-то, быстрое затухание, вспышки, затухание, потому что я же постоянно об этом говорю в интервью, из-за того, что у меня постоянно публичная жизнь, мне нужно быть где-то сегодня, где-то завтра, где-то послезавтра, постоянно какие-то разъезды, переезды, я не могу уделять никакого внимания. И, конечно, типа это за собой влечет какие-то последствия. Но карантин стал, прям, мне кажется, последним таким крайним пиком, когда я понимаю, что моя история заканчивается. История романа, которая постоянно вспыхивала и заканчивалась, она закончится навсегда. Ну а дальше что? А дальше ничего, дальше вот я кайфую от того, что я могу быть просто свободным. Тебе клип снял Юрий Движон. Пока он еще не снят, мы снимаем, какого, 10-го, да, ты сказала? 10 числа мы его снимаем, да, с Юрой Движоном. Максимально какой-то персонаж, с которым мы случайно познакомились. И все, мне зашло общение, мне зашли идеи. Круто, когда ты имеешь возможность выходить просто, да, элементарно на перекур, и ты не стоишь и не молчишь. Вот вам есть о чем говорить, у вас есть какие-то идеи, у вас есть какие-то фантазии, творчество, у вас, ну, вам есть что обсуждать. Чего ждать? Чего ждать? Ждать драмы Queen. Это будет отличаться от тех же «Витрил»? Ты знаешь, я никогда не знаю. Меня когда спрашивают, я начинаю так фантазировать и придумывать, и меня на самом деле этим всем раздражает интервью, поэтому я их даю очень мало. Да черт его знает, что там будет. Но я до конца никогда не понимаю, когда строю какую-то там основную линию, идею и прочее. Месседж, он естественно, типа, да, люди расстались, люди разошлись. Но метафоры, которые я обычно впускаю в свой клип, это та же, да, вот наподобие к «Витрилам», там каждый кадр метафора. Я написал песню за 2 ночи. Ваня, я просто сел за фортепиано, и вот первую ночь я написал первый куплет, припев, второй куплет, припев, и вторую ночь я просто его редактировал. Давно ты ее написал? Нет, это было, считай, я ее написал за 2 ночи, и 1 неделя у нас была на аранжировку. Все. Dance with the Devil может подождать, а вот «И кровь кипит» нет. Потому что слишком много людей это испытало. Не все испытывали панические атаки, как вот в треке Dance with the Devil, хотя многие. Мы поговорим. Поэтому это подождет. А какой твой самый дорогой клип? Ходят слухи в интернете, что эта песня клип ты. Это правда? Нет. Нет? А какой? На мое удивление, нет. Самый дорогой — это «Витрила». Думал, типа, что в момент карантина можно снять дешевле. Но я очень глубоко ошибался. Ну, по слухам говорят, что ты стоил больше $40 000. $10 000. 10 тысяч долларов? 10 тысяч долларов. У меня нет ни одного клипа, который стоит больше 11-12 тысяч долларов, потому что я считаю это не целесообразно. А «Витрила» сколько, если не секрет? 11, где-то так. 11 500. Во что пошли деньги, самое большое? Ну, там, по сути, там одна локация. На самом деле аппаратура. Вот именно аппаратура. Я всегда за качество. У нас в «Витрилах» была вот эта вот штука с графикой, этот куб весь. У меня была абсолютно другая идея. У нас были лажи там по свету, были свои нюансы, типа очень много чего не получалось. В целом я доволен работой, но у меня была другая задача по графике на этом кубе. Там должно было быть прям вау. Но когда мне сказали цену этого вау, я подумал, давайте мы лучше оставим эти деньги и снимем клип на следующий, потом еще трек, добавим их. В этом и проблема, когда ты являешься одновременно продюсером и артистом. Тебе нужно постоянно мириться со своим внутренним эго творчества и каким-то расчетливым просто, не знаю, бизнесменом. Слушай, ты за эту зиму решил кардинально поменять свой образ и имидж. Что повлияло? Наверное, повлияло, вот ты подошел к этой теме, момент панических атак. Я снял линзу до, и как будто не случайно. Это произошло впервые, этот момент такой долгожданный. На концерте мы выступали у «Антител» в Палаце спорта. И там я впервые в жизни на концерт ее не надел случайно. Я забыл. И никто из команды этого не заметил. Или не сказал? Никто не заметил. Потому что потом они выстроились просто в шеренгу и хотели мне об этом сказать. А я даже на концерте это не заметил. В момент, когда я на сцене, и потом, просматривая видео,
и все остальное, и по отзывам, я понял, что я был как будто сильнее в 1000 раз. Я понял, что да мне нахрен не нужна эта линза. То есть я настолько с ней уже как-то сросся, свыкся, как-то, знаешь, стал одним таким целым, что я забыл, что не линза делает Меловина, не линза делает меня, а Меловин сделал эту линзу. И так и получилось, я решил ее снять, она мне больше не нужна. Я понимал, что раньше я ее надевал только для того, чтобы, ты знаешь, это в какой-то мере какая-то ширма такая, знаешь, типа, я надевал ее, я чувствовал себя сильнее. Это как я надеваю очки, я всегда чувствую себя сильнее. Я могу выйти сейчас без очков, но не люблю, потому что я люблю очки, это пиздец красиво постоянно. И у меня их дохренища. Но у меня есть, ты знаешь, мне кажется, у любых людей, которые являются сильными, они все равно внутри очень такие все тонкие, хрупкие, типа сосуды. Вот для меня есть 3 вещи. Очки, была линза, и есть, будет, всегда будет это парфюмерия. Вот это парфюмы. Типа... 2020 год, у тебя нет, по сути, там, концертов, у тебя начинаются панические атаки. Ты пошел к психотерапевту, если не ошибаюсь. Смотри, мы закончили как раз концерты. Именно вот эти вот закрытые концерты, 4 концерта. Мы отработали концерт сначала в Одессе, да, это первый. В Одессе мы отработали концерт джазовый, в очень такой одесской манере, в одесской локации на киностудии, где снимался фильм «Место встречи изменить нельзя». Потом мы поехали во Львов. Да? Во Львове мы выступали в замке, которому более 200 лет. Там реально были летучие мыши. Они все летали, клубились, типа вокруг нас всех. Это было под открытым небом. Киев — это у нас дворец архитектора, да? Это мы на Хэллоуин типа делали концерт. И там был просто... Это как раз, когда начались уже панические атаки. И это был концерт для меня отдушина. Я решил специально сделать на сцене психбольницу. Я хотел все построить на сцене то, что я испытывал внутри. Реально психбольница какая-то. У меня была микрофонная стойка в виде капельниц, это было очень смешно, мы не знали, как сделать красный цвет, мы все опаздывали, метушня, и мы наливали туда колу, заливали туда сверху гранатовый сок, мама моя это заливала с ребятами, это было очень забавно. Но такой концерт состоялся, это было максимально круто, и это мой лучший концерт в моей жизни, который я проводил. Лучший. Я не интроверт, я социофоб. Точнее, я себя таким считал. Я, возможно, до сих пор себя таким считаю, но я тебе скажу так, мне это навязали. Мне навязал этот человек, личность, вот с которой я и строил какие-то такие непонятные отношения. И я уверен, что мне это навязали. А сейчас я хожу по магазинам прям классно, свободно. А было такое, что, например, ты видел в интернете, который человек тебя поливает грязью, например, или пишет плохие комментарии, и тут ты его встречаешь в жизни? Ты знаешь, такое очень часто происходит в той же моей фан-базе. Очень много людей, которые такие, знаешь, они любят переобуваться. Они сначала фаны сегодня, а завтра они хейтеры. И так вот они, знаешь, так тик, играются в игрушки. А со мной игры такие очень плохи. Во-первых, я очень таких людей запоминаю, это абсолютно их право не любить сегодня, завтра не любить. Нельзя делать больно другим людям, если ты знаешь, что ты делаешь больно. Для чего? Зачем ты это делаешь? У тебя психические проблемы, обратись к психотерапевту. Если у тебя какие-то, не знаю, детские травмы, и ты выливаешь свое дерьмо на всех остальных, пойди к психотерапевту, разберись. Если твоя мама говорит, что я в твое время пошла, пахала, картошку копала и прочее, простите, раньше было то же самое, просто никто об этом даже не озвучивал, даже не знали, что это такое. Я честно тебе скажу, когда у меня была первая паническая атака, я думал, что мне надо идти к бабке, гадалке, повитухе. Почему она произошла? Из-за чего? Мне поставили диагноз, я об этом не рассказывал никому. Адаптационное расстройство. Это что? Да, адаптационное расстройство – это, в принципе, это диагноз, который ставился на карантине, как говорили уже очень многие у меня психотерапевты, знакомые, каждому второму. Это когда ты настолько не уверен в том, что будет завтра, в будущем твоем. То есть ты так все классно, да, прорабатывал, все классно придумал. Это вот как я поехал в тур. В прошлом году, с начала года, мы поехали в тур, год офигенно начался, у меня дофигища планов, у меня были такие офигительные предложения, должен был выступать в Нью-Йорке, должен был выступать в Лондоне, все красиво, шикарно, а потом... И все. И ты настолько затормозил,
что сначала несколько месяцев, я месяц прожил в Харькове у друзей, я там занимался спортом, как-то пытались мы друг друга все себя отвлечь, я там постоянно готовил что-то для них, всякое такое. Было все классно. А потом, когда подошел мой день рождения, 11 апреля, я поехал в Одессу, все отлично, все окей. Где-то вот в прошлом году, сентябрь-октябрь, я пришел домой, лег на кровать, посмотрел какое-то ужасное видео. Это знаешь, как типа сработало триггером каким-то. Я просто типа клацал YouTube. Наткнулся, ну, реально на какой-то трешак, типа, вот такой трешак, и почему-то решил его, естественно, что сделать, посмотреть. Я его посмотрел и пытаюсь уснуть, выключаю телек, закрываю глаза, и тут наступает просто, ну, Вань, ну, ощущение смерти, вот как будто сейчас что-то такое произойдет. То есть просто так, Просто после видео... так, щелчком. И, ну, типа, это сработало триггером. На самом деле, почему это происходит? У меня был большой стресс, я не знаю, что делать. Когда ты в команде работаешь, руководишь командой, ты должен думать не только о себе, а все-таки о людях, которые в тебя поверили, и они с тобой. Они же не ушли, когда ты там, не знаю, там, 4 года назад, 5 лет назад, во время X-фактора, не знаю, колбасу от плесени обрезал. У меня такой был момент, когда я хлеб обрезал от плесени, потому что я хотел поесть. У меня было последнее. И я, зная, что родители могут мне помочь, я этого не делал, потому что я же хотел показаться таким самостоятельным. Я же в Киев переехал, понимаешь. И по сути случается не такое утрированное, но случается момент, когда ты не понимаешь, что будет завтра. У тебя резко все остановилось. Ты помнишь, горело у меня рядом квартиры горели. Да. ТСН, все об этом говорили и прочее. Это был шок, эвакуация, вот просто паника и все остальное. То есть настолько так сложилось, что очень много стрессовых ситуаций у меня возникло в один период. И я просто засыпаю, я тогда был на русском радио, все было классно, но я приезжаю, я вижу фанов, и я не понимаю, у меня что-то такое внутри происходит. Я не понимаю, я в этот момент счастлив? Вот спустя долгое время я впервые их вижу. Что происходит у меня внутри? Я не мог понять, что это за ощущение, оно такое было впервые. Я не понимаю, что я испытываю. Они все стоят с плакатами. Я помню, я ощущаю любовь. У меня, ну, это ж, Молдавинаторы для меня это вообще, это целая вселенная, это целое какое-то... Нет ничего лучше, что дала мне вселенная, это мои фаны. И я стоял и понимаю, я себя не понимаю. И я приезжаю на студию после этого, записываю Dance to the Devil, выдаю все свои эмоции просто в хламище, потом начинаю ругаться на саунд-продюсера, на Антона. Антон об этом очень хорошо помнит, потому что он таки меня обычно типа не видит. Я был максимально раздражен. То есть он просит, слушай, запиши еще такой бэк, это было бы тоже классно. А я стою, я настолько уже, знаешь, опустошен за то время, когда я привык получать камбэк с помощью концертов. А здесь ты впервые ни черта не получаешь, приходишь на студию, отдаешься, камбэк не получил, безумно злой, непонятно почему. У меня такой был момент на X-Factor, когда был такой экватор проекта, когда ты уже весь, знаешь, непонятный. Вот это такая же ситуация, тебя уже в жар кидает. И я прихожу домой, засыпаю, начинается паническая атака, я бегаю по квартире, я не понимаю, что делать, кот бегает вместе со мной, вот это, знаешь, боком скачет, и я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что со мной. Мне плохо так, что я хочу вызвать скорую и сказать «спасите меня». Я не знаю, что. Что такое паническая атака? Я знаю, да. Резкая, это вот для ребят, которые вообще не знают. Мне очень нравятся комментарии, когда мне писали, типа, этого не существует, это все придумали специально психологи, психотерапевты, чтобы деньги собирать. Я говорю, ребят, слава богу, что у вас такого не было. И слава богу, что у вас такого никогда не будет, и дай бог, чтобы такого не было. Это тахикардия, это у тебя потеют ладошки, тебе сразу кидают в холод, потом обратно в жар, потом снова в холод, потом снова в жар. Тебе кажется, что сейчас произойдет что-то такое страшное, то, что ты не сможешь переосилить, как будто конец света сейчас наступит. В голове у тебя стремнейшие мысли, как будто такое ощущение, и самое вот ужасное, то, что меня вот поражает, да, это такой страх сойти с ума. Ты в этот момент задумаешься о том, здоров ли ты. И я проснулся, я не мог уснуть до 6 утра, с 12 или с часу. Меня колбасило, я не знал, что со мной. Это же вообще самое страшное, когда ты не знаешь, что с тобой происходит. Я выпил там что-то валидол или карвалмент, как-то там, что у меня было, то я и выпил от сердца.
И лежу и понимаю, блин, я включаю уже какую-то джазовую музыку, лежу, а меня воротит, я ничего не могу сделать. Я начал читать, гуглить. Это, вы знаешь, типа, наши медики — это наш Google, типа, кошмар какой. И там, конечно, типа, я понял по описанию, по очень многим чатам, конечно, было страшно, ты начинаешь все гуглить. Я не звонил тогда родителям. Я понял, что это была паническая атака. Я проснулся, мне также было хреново, максимально. Я шел по улице, меня крыло просто, типа, стрёмно. Потом я постоянно ревел, постоянно смеялся. Это резкие перекаты, знаешь, вот эмоциональные качели. Потом я признался себе, что я хочу домой, к родителям. Меня это очень как-то, знаешь, как-то эмоция позитивная пошла, мне стало хорошо. Я приехал к родителям, меня опять накрыло. Я уже общался со своей командой, с ребятами, со всеми. Я думал, что, боже, да кто-нибудь помогите, я не понимаю, что происходит. И это, знаешь, как будто состояние после панической атаки из-за страха, что она может повториться еще раз. Это как падение с 25-го этажа внутри себя. Вот ты просто упал и разбился. Это как по спирали вниз, нисходящая. И потом, да, пошел к психотерапевту. Мне было настолько херово, что я честно, я хотел бежать уже кому угодно. Я за неделю похудел на минус 5 килограмм, только потому что я неделю ничего не ел, мне ничего не лезло. Я мог выпить йогурт, а потом пойти и все убрать. Позвонил в клинику, договорился. И когда мне сказали адрес, думаю, о, отлично, все, окей. Я его загуглил и понял, что это Харьков. А я хотел поехать в Харьков. И я понял, что это судьба. Я поехал в Харьков, пошел к ней, и я тебе скажу, первый сеанс, когда меня, знаешь, как будто прорвало, когда я начал рассказывать все, вот я начал выливать все из себя. Я такого в жизни лучшим друзьям не делал. В слезах, в соплях, и мне было все равно. Вторая встреча, мы начали разбирать страхи. Третья встреча, мы начали все углубляться, разбирать, почему так происходит, какие я эмоции ощущал там с тем или с иным человеком. Панические атаки, это если коротко, появляются от того, что у тебя внутри есть внутренний конфликт с самим собой. Если у тебя конфликта нету, у тебя этого не будет. У меня был конфликт. Потому что, первое, я не знаю, что делать дальше, у меня большая команда, у меня нет концертов, у меня ни черта нет. Что мне делать дальше? Это мой единственный хлеб, это единственное, что я имею и вообще умею сделать в жизни, на чем я умею хоть что-то получить фидбэк финансовый и опять вложить его. И страх, бояться пропасть. Но ты же для этого живешь. Вот тебе и рождение панических атак. Давай про финансовый поговорим немного. У тебя есть лига МВЛ 25+. Да. По слухам говорят, что они, бывает, вместе скидываются раз в месяц и отправляют тебе небольшую зарплату. А кто тебе такое рассказывал? Ну, как бы, знаешь, говорят, это правда? Да, бывает. Бывает? Да, но бывает. еще говорят, что они делают для тебя дорогие подарки. Они очень много делают. Какие подарки? Расскажи. Знаешь, если бы я назвал, кто у меня является продюсером, который финансирует, наверное, это эти ребята. Это, знаешь, когда типа люди хотят тебе помочь, они не хотят тебе дарить подарки, которые ты, возможно, не будешь пользоваться, и они просто эти деньги берут реально и переводят там, не знаю, за видеопоздравление какое-то, и не хотят его получать. Это как донаты, да, или донаты, как донат, это пончик. Короче, донаты в YouTube, да, это по сути то же самое. И я им очень благодарен, потому как что... Как ты относишься к такому виду? Мне очень неловко. Неловко. Я бы не хотел, чтобы это дальше происходило. Мне на самом деле, я сижу, у меня аж начинает все вертеть внутри. Это очень неловко, очень неловко. У меня типа есть деньги, я могу себе что-то позволить, я могу вкладывать в проект и прочее. Эти деньги не спасают тебя как артиста, прям, знаешь, закрывая все вопросы, потому что это, знаешь, как капля в море по сравнению с сценами, которые ты там тратишь и вкладываешь. Но сам момент того, что эти люди просто хотят помочь, абсолютно безвозмездно, ничего не ожидая взамен, типа, чувак, просто вот, пожалуйста, пиши только музыку, типа, не останавливайся. Вот это внутри у тебя рождает какое-то дикое понимание того, что ты нужен. И это не за деньги. Это же, блин, это... Ты понимаешь, эти люди просто взяли, скинули. Всем артистам тяжело, а мы хотим ему помочь. Я сейчас буду реветь просто сидеть. Ну, это слишком по-особенному. Это слишком по-семейному. Слишком.
В одном интервью, это был скандал один на одном из телеканалов, если ты помнишь, пару месяцев назад свои сторис, твои слова полностью перекрутили. Слишком. Слишком Ну, перекрутили. как-то непонятно. Там правдивые слова. То есть они не повырезали, знаешь, там повставляли. Они просто взяли самое худшее. Вот, знаешь, как вот только эту тему убрали, где я обожаю, люблю хорошие моменты, и получается, что Меловин не любит своих фанатов, знаешь, типа. И меня, конечно, это обидело, потому что, типа, это не то, что не так, это априори быть так не может. И, конечно, типа, я себе там после этого тяпнул, и меня поперло. Ты не жалеешь о том, что ты записал? Нет, никогда такого не жалею, ничего подобного не жалею. С телеканалом у меня всеми отличные отношения. Точнее, с а людьми? вот с некоторыми личностями... Он Ладно, даже будет я меня хотел- смотреть 100%. Но мне кажется, сейчас наш шоу-бизнес на баллов 6 из 10, и это очень неплохо. Да. А видишь ли ты будущее в этом украинском шоу? Вижу, но только ты же понимаешь, что очень многие должны передохнуть. Как в политике, так и в шоу-бизнесе. Проблема есть еще и в следующем поколении, которого те, которые должны подохнуть, воспитывали. Поэтому здесь палка двух концов. Ты не знаешь, как будет. Назови, Конечно, я хочу, чтобы было все классно. назови Мы можем. 3 артистов, которые действительно звезды в украинском шоу-бизнесе. Тина Кароль, Я знал, что она будет первой. естественно, Queen, Тина Кароль, прям звезды. Ну, которые... Верка Сердючка — это звезда, Тина — это звезда, Сердючка — это звезда. И, наверное, Поплавский. Пусть это будет шоком. Но это личность, которая сделала из себя реально украинскую феноменальную звезду. Недавно якобы был твой слив в интернете. Как бы ты про него знаешь, там якобы твои интимные фотографии, какая-то переписка. Какая была твоя реакция, во-первых? Это правда? Это правда или нет? Пусть это останется фантазией многих людей, но я поржал. Главный ответ, и больше отвечать не буду. Первым, кому я позвонил, это маме. Я знаю, что с твоей команды там ушло пару человек. Это тема табу. Ты знаешь, с какого-то момента я понял, что я не хочу больше рассказывать о команде, потому что потом этим людям гораздо тяжелее и с работой, и со всем остальным, и с личными какими-то отношениями и прочее. Моя команда — это моя команда. Должен интересовать человек, который находится в руках у команды. Я надеюсь, следующая тема для тебя не будет табу. Мы об этом говорили, но думаю, что зрители не знают. Ты планировал переезжать в другую страну. Да. Ты сейчас планирую. планируешь? Да. Расскажи, почему и в какую страну, что на это повлияло? И Я когда не у тебя... скажу, куда. Меловин никогда с момента рождения не знал границ одной страны, 2 стран, 3 стран. Все-таки мне 23 года, и я мечтаю о чем-то большом, огромном. Я не скажу, что я добился здесь прям, понимаешь, там верхов. Если у тебя присутствует хотя бы одна мысль о том, что ты что-то можешь сделать, и когда мне говорят фразы, там, кто-то, какие-то люди, а такие были люди, кому-то там нужен, там таких 1000, как ты, мне хочется так сразу плевануть в лицо, потому что, знаешь, великие люди, которые окружают тебя, но ты еще не знаешь, они великие, они всегда будут тянуть тебя за собой и внушать тебе, что ты можешь, что у тебя все получится. Самые гнилые люди и самый низкий ранг людей будут всегда тебя убеждать в том, что, Ваня, у тебя ни черта в жизни не получится. Есть время, возможности, не знаю, желания, тебя прет, делай. Хочешь, переезжай, хочешь, записывай все, что ты хочешь. Ну, ты хочешь на постоянно переехать? Да, я хотел бы, да, на постоянку, да. Ну, это реакция будет меловинатора. Да, мне хотелось бы так. Это не значит, что я не буду сюда возвращаться, например, да, типа абсолютно буду, пожалуйста, с концертами и всем остальным. Но я, наверное, ты знаешь, я не вижу свою жизнь здесь, типа, не вижу. Я очень люблю эту страну. И я патриот своей страны. Но мне 23 года, и, простите, я хочу прославлять свою страну, где-то еще. Это не связано с тем, что ты якобы в украинском шоу-бизнесе отшельник? Нет. Нет? Подожди, нет. Но... Ты что, это мечта с самого детства.
Это самая высокая мечта, самая какая-то высокая планка. Я всегда себя хотел видеть и вижу, и буду видеть, кто бы что ни сказал, большим, огромным мировым артистом. Ты понимаешь, типа, когда начинают люди, вот даже вот с этого интервью они сейчас там напишут кто-то, опять, любимая, зазвездился, слишком много о себе, там, высокое мнение. Ребята, дай бог вам такого самомнения, как у меня. Может, тогда у вас что-нибудь в жизни и получится. А книга с неизданными фотографиями, она будет? Это, да, я очень... Ты снова ее нигде еще не анонсировал? Нет, нигде, типа только у тебя это было. Понятно. Очень, да. У меня поднабралось очень много фотографий, очень личных. Это, знаешь, это будет книга, в которой ты как в телефоне, да? Будет такое ощущение, что ты взял мой телефон личный, открыл фотографии и просто пролистаешь все, что я сохраняю, все, что я фоткаю. Она в этом году выйдет? Я хотел бы, да, что под конец года. Ого, это, конечно, долго ждать. Извиняюсь, у меня 16 тысяч фотографий на телефоне. Это какая книга будет? Нет, просто теперь надо все еще выбрать. Ты крайний представитель от Украины на Евровидении, получается, потому что в 2019 году Мару отказалась, 2020 год Голей выиграли «Пандемия», и в этом году Голей едут. Как тебе их конкурсная композиция? Я от этой песни получаю максимальный мультиоргазм. Я сегодня ее слушал, когда мы ехали с Христей. Я вчера ее слушал, позавчера ее слушал. Я всегда ее слушаю. Для меня это максимально модно, это максимально не формат для Евровидения. А я обожаю, когда на Евро, кроме попсовой музыки, а моя в том числе была очень попсовая, но типа это очень логично. Но я и не писал специально, я просто писал, как вот обычно пишу музыку. Но у них она настолько не попсовая и неформальная, что это так щупается, это так интересно. Тебе нравится? Мне настолько нравится, типа, что это даже описать я не могу, насколько мне нравится. Я просто обожаю песню «Шум». Юна 2020, ты представлен в номинации «Лучший исполнитель», а вот на Юне 2021 ты не представлен ни в одной номинации. А на Юне 2021 Меловин будет выступать, и мне этого достаточно. Достаточно. А как вообще ты относишься к премиям? Вот, тебе важно получить победу в номинации, участвовать знаешь, в номинации? ты же понимаешь, типа, любой артист, который бы говорил бы, что ему не важно, у каждого артиста есть такое свое внутреннее, в любом случае, завышенное ЧСВ и любовь к себе, как и у тебя, Вань, так и у меня, так и у всех. И было бы хреново, если бы этого не было. Что, конечно, типа, этого хочется всем, да. Типа, для меня это не является главным, это факт. Но это очень приятный бонус. То есть, конечно, ты получаешь награду, это как награда М1, да? Боже, ну я с ума сходил. Тогда вообще топ. Ты понимаешь, что тебя оценили, и ты хочешь еще конечно, хочешь. Типа, но, как бы, вот то, что я сказал, это не цель. Это очень приятный бонус. Это, знаешь, это как ты заехал там в МАК, подождал время, и тебе еще рожок бесплатно. Мотивация для моих зрителей. Это очень важно. Конечно, важно, особенно сейчас. Ты знаешь, мотивация на самом деле очень кратковременна. Не знаю, знаешь ли ты об этом или нет. Она работает реально полчаса. Поэтому, мне кажется, я, наверное, скажу не мотивацию, а 5 моментов, на чем должна строиться, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, и это не важно, нам не нужно к ним прислушиваться, если вы не хотите, на чем строится любой успех и счастье. Первое – любовь, даже если она и несчастная. Второе – цель, которую ты сам себе задаешь. Третье – планка, которую ты хочешь достигнуть. Четвертое – любовь, но к себе. И пятое – не забывать, кто был с тобой у истоков и кем ты был изначально. Для Меловина. Тина Кароль или Леди Гага? I'm sorry, Lady Gaga. Цитрус или Плутон? Ну, Цитрус, потому что с ним живу, а Плутон мама с папой. Прожить снова X-Factor или Евровидение?
Ты знаешь, наверное, Евровидение. Да, Евровидение. Но не у нас. Там. Витрина или кровки? И кровки платить. Петь под фонограмму на Олимпийском или вживую на квартирнике? Вживую на квартирнике, потому что рано или поздно до Олимпийского я все равно доберусь вживую. Снять бесплатно 3 клипа или записать новых песен? Снять бесплатно 3 клипа, потому что клипы стоят дороже, чем песни. Бой Соловей или Бой Шут? Go Show 100%. 100%. И самое главное, эротика или порно? Порно. Эротики в мире много, а порно только на сайтах. А что это такое? Заходи, холодно, блядь! Интервью, имейл здесь, о май гад, как неожиданно, с днем рождения вас. Ой, было больно.